Голова болела. За окном только начинал брежить рассвет. Ужасно хотелось пить. Евгений с трудом расклеил веки, аккуратно, чтобы не разбудить жену, вылез из-под одеяла и, пошатываясь, направился на кухню. В гостиной яркими разноцветными огнями переливалась елка, освещая все каким-то непривычным светом. Вдруг Евгению показалось, что кто-то стоит около елки. Он протер глаза. Фигура не исчезла. Он попробовал еще раз, мало ли что может привидеться после вчерашнего, но все оставалось по-прежнему. Фигура сделала несколько аккуратных шагов в сторону дивана, и Евгений, окончательно убедившись, что не бредит, шагнул в комнату. «Ты что творишь?» Фигура вздрогнула, бросила что-то на пол, но тут же выпрямилась и повернулась к Евгению. Это был высокий мужчина, одетый в массивную красную шубу, шапку того же цвета и валенки без галош. Белая борода, как и положено, свисала почти до пояса, а в правой руке он крепко сжимал поражающих размеров мешок. «Ты чё творишь?» — повторил Евгений уже менее уверенно. «Я? Чего это ты, внучек? Не узнал, что ли?» — вопросил дед. Евгений ничего не ответил, только слегка попятился. «Вот если бы я вчера не это самое, — думал он, — сейчас бы просто водички попил и спать пошел. Теперь вот тебе». Вдруг Мороз плюхнулся на диван, закрыл лицо ладонями и весь затрясся. «Ты чего?» — заволновался Евгений. «Может, скорую?» «Тяжело мне, деду, жить стало!» — запричитал гость. «Да, кому сейчас легко-то?» — вздохнул Евгений. «Никто в тебя не верит, все в шею гонят, даже те, кто раньше любили, и те забывать начали. Даже вот ты. Я тебе подарочки носил, когда ты вот такусенький был, а ты мне чем отплачиваешь?» Евгений и вправду как-то застыдился. «Ну, прости, не узнал, столько лет прошло». Но дед все никак не мог успокоиться. Или не хотел. «Тяжелая нынче жизнь началась, внучек. Ох! И не говори». Евгений сел в кресло. «Мне вон на работе зарплату понижают». «А гречка? Да ты видел, сколько теперь гречка стоит?» «А то...» Дед утер глаза рукавицей и тут же добавил: «То есть я за гречкой не очень слежу. Ну вот, игрушки, подарки детям, да, с этим все тоже так себе. И вообще все как-то... Ты, у нас это самое... Ну и... В общем, катится все, катится. А кто виноват, а? Ты, кстати, как насчет политики?» «Ой, внучек, и не начинай», — яростно протестовал дед. «Я, знаешь ли, не по этой части». Наступила неловкая пауза. «А моим-то это... принес все-таки что-нибудь?» Мороз оглядел комнату. Глаза его остановились на 2 коробочках под елкой. «Да, письмо мне пришло. Вот и принес. Как просили». Евгений тоже взглянул на коробку. Обертка показалась ему знакомой. Жена, кажется, недавно что-то такое в магазине смотрела. Может, купила. «Письмо? Интересно, кто же тебе его написал-то?» По виску деда текла тонкая струйка пота. Глаза нервно бегали. «Жарко, наверное, в шубе-то», — подумал Евгений. «Ну, твоя дитятка», — выдохнул дед. «Правда, что ли?» — искренне удивился Евгений. «Вряд ли это старшая. Ей уже 16-й пошел. Ой, сколько я с ней натерпелся! В комнате запирается, в телефоне сидит, вообще ни во что не верит. Это значит, младшая, наверное, написала». Дед Мороз перевел дух. Евгений хотел было предложить ему раздеться, но это вдруг показалось ему как-то неправильным. «Когда же это она писать научилась?» — продолжил он задумчиво. «Способная, значит. Она у нас книжки, как любит, прямо нарадоваться не можем». «В отца пошла», — объяснил Мороз с повышенным интересом, разглядывая дверь в коридор. «Ты тоже в детстве каким способным был». Мороз
уже поднялся, видимо, собираясь уходить. Даже рот для прощания открыл, но Евгений вдруг остановил его. Дед, дед, а может, хлопнем по одной, а? Тот нахмурил белые брови, но, вздохнув, весело объявил. Ну, что ж, почему бы и нет? Евгений полез в холодильник за остатками чего-нибудь. Мороз сел, бережно закрутил вверх мешка и поставил его между ног. После первой рюмки, выпитой за веру в чудо, дед как бы невзначай спросил: а дочки-то твои крепко спят? Крепко, крепко. Только у бабушки они. Ночевать там остались, объяснил повеселевший Евгений. А женушка? О, точно! Пойду разбужу, познакомлю вас. Нет, внучек. Дед так и подскочил. Не надо никого будить. Секрет я. Они выпили по второй. Затем по третьей. Евгений, чуть не плача, рассказывал историю про какого-то котенка, которого дед ему не принес, когда он был во 2 классе. Мороз посмотрел в окно. Уже почти расцвело. Он поднялся и строго пробасил: заболтался я с тобой уж больно, внучек. Утро уж на дворе. И быстрым шагом направился в прихожую. Евгений поспешил за ним. Эй, подожди! Он тащил огромный дедовский мешок. Мороз строгнул, но затем радостно принял мешок и одновременно виновато и благодарно улыбнулся. Чуть подарки не забыл, покачал головой Евгений. Дед закивал. Ну, спасибо тебе, внучек. Счастья тебе и радости в будущем году, торжественно объявил он, забывая, что на дворе уже 1 января. Меня не забывай. Да уж, хорошей тебе дороги. Дед вышел в холодную темень подъезда. Последний раз махнул рукой гостеприимному хозяину, и дверь за ним шумом закрылась. Он, чуть не сбежав вниз по лестнице, вывалился на улицу под громкое пиликанье домофона и завернул за угол. Тут пришлось идти медленнее и степенней. Так он прошел 3 двора. И в 4-м, наконец, сильно бьющимся сердцем распахнул дверь потрепанной лады цвета бордо, кинул мешок на пассажирское сиденье, уселся за руль, захлопнул дверь и закурил. Немного успокоившись, он раскрыл мешок. Ноутбук, потертая норковая шуба, миксер, 2 кошелька и электрический чайник неопределенного цвета. Чайник тещи. Пробормотал он, стер с лба пот, стянул на подбородок белую бороду, почесал щетинистую щеку и завел машину.